Сегодняшняя лекция называется «Антисоветчики как вид человеческого рода и почему антисоветчик опаснее фашиста». Как было сказано в предыдущей лекции, я собирался эту лекцию посвятить теме ГУЛАГа или так называемому Голодомору в Украине. В следующей лекции я непременно к этим темам вернусь, но сейчас я должен отреагировать на предыдущую по следующим причинам. Прежде всего, я не ожидал, что тема антисоветизма вызовет такой взрыв откликов, поскольку полагал, что россияне смирились с нынешним рашистским режимом Путина, который, как мне стало казаться, соответствует культуре российского человека. Быть рабом Божьим, не вякать, подчиняться власти и орать за здравие нынешнему вождю. К моему удивлению, оказалось, что не все рабы, не все без мозгов, не все мерзавцы. Более того, судя по комментариям, внятных и разумных людей оказалось намного больше, чем пораженных путинизмом. Это касается и слушателей из Украины. Оказывается, и там не все одурманены бандеровщиной. Честно говоря, не ожидал. Я благодарен за комментарии всем единомышленникам. Но не могу не отметить и злобных антисоветчиков, которые, сами того не желая, дают мне огромное количество тем для разоблачения их невежества. Так что всем спасибо. Я, конечно, предполагал, что без внимания эту лекцию не оставят антисоветчики, которые яростно накинулись на меня, нагородив кучу лжи, брани и ненависти. И это естественно, так как для них социализм и советизм смерти подобен. Их людские качества и нравственная омерзительность противоречат социалистическим обществам с ее идеологией. Но прежде чем говорить конкретно, я хочу объяснить некоторые лживые утверждения, в которые может поверить и мыслящая часть слушателей. Прежде всего, у меня есть принцип. Я не вступаю в дискуссии с верующими, фашистами, антисемитами, членами ЛГБТ и антисоветчиками. С первыми бессмысленно общаться, поскольку они верят, что можно создавать свет до появления солнца, что человека можно слепить из пыли или глины, женщину создать из ребра, воскрешать из мертвых, а всю вселенную сварганить за 6 дней. И выставлять в качестве героя человека, который в качестве агнца Божьего вместе с его отцом Богом Яхва уничтожает 2/3 человечества. Это красочно описано в конце Библии в главе Откровения Иоанна Богослова. Что касается фашистов, то общение с ними в принципе бессмысленно, поскольку из-за внутренней дикости, невежества и варварства любые знания от них отлетают за ненадобностью. Эта раса понимает только язык силы, что и было продемонстрировано советскими войсками, когда они гнали и уничтожали фашистов в годы Отечественной войны. А ныне, может это показаться и странным, они демонстрируют свою сущность в войне между собой. Я имею в виду войну на взаимоуничтожение между украинскими бандеровцами и российскими рашистами-фашистами. Не общаюсь я и с антисемитами, поскольку любой антисемит – это фактически фашист или рашист. Естественно, даже не догадывающийся, что в прогресс
человечества евреи внесли больше, чем любая нация. Достаточно напомнить, что как минимум 20-25% лауреатов Нобелевской премии – евреи. Понятно, что у антисемита и соответствующие мозги, которые не приспособлены к разумному общению. Обычно это махровый черносотенец, самый близкий родственник фашиста. Ну а что касается ЛГБТшников, это тупиковые ответвления человеческого рода, сознательно выбравшие себе этот путь услад. Племя, обреченное на вымирание. Тут полный стоп. Антисоветчики. Хотя они и делятся на различные подвиды, но в целом пытаться их в чем-то убедить – это все равно, что чесать скалу. По этому поводу мне понравилось высказывание персидского поэта Руми, который как-то сказал: «Вы можете убедить 40 ученых одним фактом, но вы не сможете убедить одного идиота 40 фактами». Попробуйте убедить верующего. Вряд ли это получится. Хотя в Библии содержится около 150 тысяч нестыковок и несуразиц, не говоря уже о мифологичности чуть ли не всех ее героев. Также и антисоветчики. Их безграмотность и подлость граничат с беснованием и психическим расстройством. Эта социальная порча определяет и их поведение, которое совершенно справедливо Ленин определил как паскудничество, в чем я убеждался много раз на собственном опыте. Так вот, обычно я не читаю комментариев или писаний современных антисоветчиков, поскольку они ничего не прибавили к лжи своих предшественников, основателей этой чумы, работы которых я вынужден был в свое время прочитать немало. Уже ничего нового нынешние антисоветчики не могут добавить и выдумать, кроме еще большей мелкой пакостности и вранья. Я бы и сейчас не стал на них реагировать, если бы не моя любопытствующая жена, которая читает все и сообщает содержание наиболее интересных комментариев, в том числе и антисоветчиков. Так вот, моя жена скачала один комментарий антисоветчика с просьбой обязательно на него отреагировать. Поскольку я нахожусь под ее каблуком, вынужден выполнить ее просьбу, чтобы заодно показать реальное мурло нынешнего антисоветчика. Поэтому вместо обещанной лекции о сталинизме и голодоморе получилась другая лекция, которая, к тому же, дает мне возможность уточнить или опровергнуть некоторые лживые утверждения, которые присутствуют в комментариях других антисоветчиков-болтунов. В частности, несколько человек обвинили меня в том, что на некоторые комментарии я ответил хамством. Дескать, изображает из себя интеллигента, а хамит. Во-первых, к интеллигенции у меня сложные отношения. Я четко разделяю интеллигенцию из народа и интеллигенцию из дипломированных лакеев буржуазии. Во-вторых, как я должен был отвечать на призывы уничтожить коммунистов? Сказать: ой, вы не правы? И так далее. Это все равно, что отреагировать на германских фашистов, уничтожавших советских людей, что им надо бы вежливо объяснить, что убивать – это нехорошо. Причем авторы таких ремарок не отреагировали на хамские слова в адрес выдающихся героев социализма и Советского Союза. И это опять же естественно. Все антисоветчики
не стесняются осквернять социализм и советизм прямыми оскорблениями, а нередко и просто похабными словами, и очень обижаются на реакцию ответа теми же словами, которые они только и понимают. Авторам подобных негодований есть смысл запомнить выражение Ленина, процитированное мной в прошлой лекции. Повторю его еще раз. Вот вы именно такие хамы, господа. Вся ваша образованность, культурность и просвещенность есть только разновидность квалифицированной проституции. И в этой связи известно, что в последние 3 десятилетия на Западе стала культивироваться политика терпимости. Слово, которое русские прозападные интеллигентики предпочитают произносить на англоязе – толерантность. Суть этой политики – не дай бог никого не обидеть. Шалопая теперь надо называть недостаточно усидчивым, дурака нестандартно мыслящим, проститутку светской львицей и так далее. В свое время писатель-сатирик Задорнов определил этот термин так. Толерантность – это когда умные вынуждены не только выслушивать мнение дураков, но еще и считаться с ними. Любопытно, что на это слово отреагировал и Илон Маск, сказав: еще чуть-чуть, и толерантность дойдет до того, что умным запретят думать, чтобы не оскорблять чувства тупых. Такой подход стал одним из элементов гомофилизма, укоренившимся особенно в Европе, что и сделало многие страны Европы рыхлыми сообществами, неспособными даже защитить себя от нашествия фанатиков-мусульман. На самом деле так называемая терпимость – это скрытая форма реальных противоречий в обществе, смазывание различий между добром и злом, красотой и уродством, в частности в искусстве. Проще говоря, попытка выдать системные кризисы капитализма за легкие шероховатости, которые можно аккуратно подпилить благодушным напильничком. Я принципиально не толерантен. Козла я называю козлом, а не львом. Иначе все козлы возомнят себя львами и начнут управлять миром. К сожалению, этот процесс уже заразил так называемый цивилизованный мир, допустив все немыслимые извращения благодаря гомофилам, состоящим в том числе и из антисоветчиков либерал-демократического крыла. Скорее всего, по этой теме придется мне сделать отдельную лекцию. Еще одна ремарка в ответ на то, что меня кто-то финансирует или кто-то оплачивает мои выступления. Среди моих недоброжелателей были, и думаю, есть до сих пор, кто утверждает, что я и почему-то моя жена даже агенты ЦРУ, где мы получаем свои серебряники. Мне пришлось в ответ подтвердить свою причастность к этой организации целой книгой под названием «Я и моя жена агенты ЦРУ». Вот я хочу показать эту книгу. Вот она. В ней показана ложь таких клеветников. Кстати сказать, именно из рядов фашистов-рашистов. Информирую. Я не являюсь членом никакой партии, не служу ни в какой организации. И никто мне ни за что не платит, в отличие от профессиональных антисоветчиков, которые все удачно присосались к буржуазным кормушкам. Кто мне действительно обеспечивает жизнь?
Так это моя жена, которая следит за моим бытом, редактирует мои книги, содержит сайты и, кстати сказать, помещает мои лекции сюда, на YouTube. И как вы могли заметить, у меня нет на YouTube никакой рекламы и прочего хлама. Никаких ботов, раскруток, закруток, а значит нет и монетизации. Тут моя полная зависимость и благодарность моей жене. У совсем уже отмороженных антисоветчиков появились такие идиотские ремарки. Почему это я живу в США, а не в Северной Корее или на Кубе? Или что это он, дескать, скачет по странам, то, понимаешь, живет в Канаде, то в Англии, то во Франции и так далее. Надо сказать, что такие чокнутые атаковали меня в течение многих лет. Я не мог предположить, что уровень, если можно так выразиться, мышления громадного количества людей может оказаться на нулевой отметке. Оказывается, может. На всякий случай информирую. После того, как я женился в 1970 году, мы с женой поменяли 37 мест жительства и 5 стран. Причем, подчеркиваю, не по своей воле. Это не считая гостиницы и кладовой, с чего мы начинали жить в Москве. А причины подробно описаны мной в книге «Мир глазами совка». В прошлой лекции я упомянул происхождение антисоветчиков в советские времена. Лекционный формат не давал мне возможность перечислить различные слои антисоветчиков, которые отличаются друг от друга по происхождению, по условиям жизни, воздействия на публику и так далее. Подробно это будет сделано в одном из томов серии книг под общим названием «Марксология», где будут разбираться причины саморазрушения СССР. Чтобы было ясно, приведу пример с Трампом и Путиным. Они антисоветчики практики. Ни один из них не держал в руках ни одной книги Маркса, Энгельса или Ленина. Уверен, не прочитали даже манифеста коммунистической партии и, скорее всего, не знают о его существовании. Трамп, кстати, откровенно сказал журналистке, что он читает только про себя. Не исключаю, что таким же читателем является и Путин. Тем не менее, они являются активными борцами против коммунизма, даже не понимая, что его нигде не было. И таких тысячи, если не сотни тысяч. Но эти политические акторы – исполнители. Они не так страшны. Значительно опаснее являются заказчики, то есть идеологи антикоммунизма, которые распространяют споры своего фанатизма по всему миру. В предыдущей лекции я упомянул, что вся эта антисоветская рать не читала классиков социализма. Но я забыл упомянуть, что не читали они и ни одной работы, которые разоблачают ложь банды антисоветчиков. Например, книгу Люда Мартенса «Another View of Stalin». Это другой взгляд на Сталина. На русском языке называется «Запрещенный Сталин». Вот я хочу показать вариант издания, который у меня есть. Вот. Но эта книга есть на всех основных языках, причем в бесплатном доступе. Вот посмотрите на несколько такого типа книг. Фактически их антисоветизм был сформирован именно из пропаганды. Более того, на самом деле они не читали и застрельщиков антисоветизма, так сказать, братьев по разуму, расцветшего в годы Холодной войны, в частности, работы Роберта Конквиста, одна из которых
называется «The Great Terror. Stalin's Purges of the 1930s». Это пасквильный опус, развернутый на более чем 1000 страниц. Вот он на русском языке на экране. К этой книге мне придется вернуться, когда речь пойдет о сталинизме и голодоморе. Вот этот донос дал толчок усилению антисоветской пропаганды в США. Не читали мелкие обыватели-антисоветчики даже Солженицына, например, его «Неподъемное красное колесо». Некоторым из них я предлагал прочитать книгу Люда Мартенса или Виктора Земского «Сталин и народ. Почему не было восстания?». Вот один вариант этой книги, который у меня. Эта книга была написана на архивных материалах. Все отказались ее читать. И это опять же закономерно, поскольку антисоветизм – это пропагандистская ложь, ставшая идеологическим оружием в борьбе против социализма и СССР. И вот среди таких глупцов наиболее распространенным видом являются антисоветчики-мещане, бесцветные люди в немалом количестве. Это те, кто ничего не читал, но все знает. Однажды я попросил одну мою бывшую коллегу по ММО, которая постоянно трындела о миллионах убитых Сталином, указать на источник. Ответ оказался запоминающимся. Причем здесь источник? Все так говорят. Я в ответ: я же не говорю, жена моя так не говорит. А она: вы не говорите, а все говорят. Я предложил прочитать хотя бы одну книгу, которая разоблачает эту ложь. Она мне в ответ: я не собираюсь читать такие книги. И вот интересная концовка. Сейчас неприлично думать иначе. Возразить, конечно, трудно. Мне ее ответ сразу же напомнил письмо одной французской маркизы, точно не помню, то ли Гельвеции, то ли Кандильяку, которая написала ему: пожалуйста, излагайте только те идеи и суждения, с которыми я могу согласиться. Про таких когда-то Вольтер говорил: трудно освободить глупцов от цепей, которые они почитают. Хочу еще раз повторить. По количеству такой тип антисоветчиков превосходит все другие типы вместе взятые. Именно они являются опорой нынешней гомофильной стадии капитализма, которая начинает уничтожать саму себя. Теперь, что касается моих суждений и утверждений относительно идеологии антисоветизма. Прежде чем их формулировать, все они возникают после длительных исследований научной литературы и изучения обществ различных стран. За исключением того периода, когда я писал свои антисоветские статьи, поддавшись общему ажиотажу на критику всего советского. Кроме того, я довольно детально знаю Японию, КНР и Южную Корею в силу своей профессии востоковеда. Канаду, Францию, Англию и США я знаю по опыту проживания там годами. СССР же я объездил вдоль и поперек с лекциями по линии общих знаний, а после контрреволюции 1991-1993 годов, хотя я и жил за пределами РФ, но очень часто ее посещал, читая лекции во многих институтах и университетах, включая МГУ. Там, кстати, я читал лекции на 3 факультетах. А также работая в некоторых институтах, в том числе и в МГИМО. За это же время мы с женой объездили около 40 стран. Точно цифру уже сейчас не помню.
я не хотел бы, чтобы слушатели восприняли эту информацию как какое-то хвастовство. Ее я привел только для того, чтобы сообщить, что мои выводы и умозаключения делаются не только на основе изучения массива литературы, но и знания основных и не очень основных государств мира воочию. То есть мне есть что с чем сравнивать. Теперь об опусе комментария, на который я все же решил ответить. Я уже не говорю о количестве ошибок в орфографии, что характерно для большинства рати нечитающих злопыхателей. Вот его начало, состоящее из 12 строк со множеством сюжетов, в которых сконцентрирована чуть ли не вся ложь, обычно извергаемая антисоветчиками. Цитирую часть этой белиберды. Сохраняю орфографию и стиль автора. Алекс Бетлер, бывший Олег Арин, говорит, был антисоветчиком, работая в Институте общественных наук при ЦК КПСС. Другими словами, был ярым, привилегированным коммунистом-номенклатурщиком, пропагандистом СС, в скобках. Аббревиатура говорит за себя. А теперь стал советчиком, марксистом, ленинистом, троцкистом, сталинистом, уехав из Совка, по его словам, по израильской визе с обеспечением и путешествия сначала по Европе, а потом по Западу, и где он только не был, и что он только не провидал. Во-первых, этот парень почему-то решил мой нынешний псевдоним Олег Арин обозначить как бывший. То есть человек даже не выяснил, как псевдоним соотносится с моей фамилией. Во-вторых, с какого бодуна он решил, что я был яростный, привилегированный коммунист, номенклатурщик, пропагандист СС. Во время работы в ИОНе, в Институте общественных наук, я не был ни ярым, ни привилегированным, ни тем более номенклатурщиком, ни пропагандистом какого-то СС. Непонятно, что это такое. Наоборот, именно когда я попал в это привилегированное заведение, во мне зародились сомнения в справедливости социализма. И именно этот институт толкнул меня к антисоветизму. Далее пишет, а теперь стал советчиком, марксистом, ленинистом, троцкистом, сталинистом. Этот невежда даже не понимает глупость сказанного. Как можно быть марксистом, ленинистом и одновременно троцкистом? В свое время именно против Троцкого боролся Ленин, называя его Иудушкой. Как можно быть троцкистом и одновременно сталинистом, между которыми происходила смертельная борьба? Ну, полный, как теперь говорят, коллапс мозгов. И последняя фраза об израильской визе, причем по его словам, то есть по моим словам. В каком месте и где я мог сказать эту чушь? Какое отношение я вообще имею к Израилю? О состоянии мозгов этого антисоветчика говорит и такая глупость. Сначала путешествовал по Европе, а потом по Западу. Этот ненавистник коммунизма даже не соображает, где Европа, где Запад и где Восток. Я пропускаю его галиматью в оценках различных событий советского периода. Но где-то в конце его длинного комментария обнаруживаю его махровый антисемитизм. Оказывается, он мой псевдоним Арина шифровал так: сокращенный вариант Арингольд, а Маркса как Мордехая Леви или Левия. Думаю, что даже среди антисоветчиков этот антисемит может занять почетное место в хвосте слабоумных идиотов. Как говорится в одной латинской поговорке, голова есть, а мозга нет.
хотя и не в такой степени, но этот уровень состояния психического заболевания антисоветизма характерен для большинства противников социализма. Об этом говорит хотя бы уже тот факт, что под предыдущей лекцией они начали сообщать информацию о преступлениях социализма, пропустив мимо ушей то, что на эти темы я обещал сделать отдельные лекции. Я еще ничего не сказал, а ответ у них уже готов. Причем вся их информированность строится на сплошной лжи, поскольку все их утверждения – это штампованная, щедро рассеянная клевета, хотя и высосанная из пальцев. Ни одного источника этими знатоками не приводится. А главным аргументом у них является масштаб стереотипа. Все так говорят. Причем среди так говорящих в основном были писатели или журналисты, которые могут говорить все, что им заблагорассудится, типа упоминавшегося журналиста Конквеста или писателя Солженицына. На самом деле главным источником этих прохвостов является вот такая листовка, распространяемая фашистами в годы Отечественной войны. Озаглавлена она «Убийственный баланс большевизма 1917-1944 годы». Внимательно посмотрите на эту листовку. Вот этот так называемый документ и стал главным источником антисоветизма. Каждая строка ложь, хотя бы уже потому, что никакой статистики для того времени не было. Обращаю внимание на суммирующую цифру жертв. 54 миллиона 665 тысяч человек. Именно эта цифра и гуляет почти во всех антисоветских пасквилях. Каждая строка ложь. Особенно потрясает последняя строчка. За годы этой войны, 41-44 годы, убито и искалечено 18 миллионов человек. То есть свои же убийства приписаны большевикам. Именно этот листок взяли антисоветчики за основу своей клеветы на Советский Союз. Правда, креативные антисоветчики добавили немало и своего вранья, о которых я расскажу в следующих лекциях. В принципе, для мыслящей части общества достаточно мнения двух гениальных людей, чтобы верно оценить явление социализма и советизма. Гениальный изобретатель Никола Тесла как-то заявил: россиянам повезло, что у них есть социализм и Сталин. Не менее гениальный Альберт Эйнштейн в одной из речей высказался так: «Я убежден, что существует только один способ искоренить эти тяжкие беды, а именно путем установления социалистической экономики». Я мог бы привести еще множество высказываний великих людей, которые творили прогресс, отзывавшихся с пиететом об СССР и социализме. Но для антисоветчиков авторитетами являются или посредственные политики, писатели или поэты, отравленные зоологической ненавистью к социализму, или откровенные враги этой системы, которые на сегодняшний день как раз и сгустились в Украине и России. Их не убеждает даже такой очевидный факт. Каким бы социализм не был плохим, при нем народы СССР не убивали друг друга в таких масштабах, как сейчас на территории Украины. У них в голове не закрепилось, что в СССР давали бесплатные квартиры, больницы, дома отдыха, санатории, детские садики, пионерские лагеря, университеты. Но хорошо помнят, что тогда не хватало бананов и хамона. И радуются, и славят Бога, эти темные времена позади,
И сейчас всем хватает бананов и хамона. Но для многих важнее было другое. Как иронизирует один из противников путинизма, в СССР было ужасно. Никакого шанса стать олигархом, светской шлюхой, безработным бьюти-блогером, инфлюенсером, ловким политтехнологом, продажным журналистом, крепким цапком, барбершопером, стартапером, успешным киллером, коучером, феминистом, пидорасом. Всем надо было работать. Какой ужас! Уничтожение русского языка, замена его на англичатину является еще одним достижением нынешнего рашистского режима. Незабываемый сатирик и писатель Михаил Задорнов, откровенный противник разрушения СССР, на одном из выступлений говорил: после того, как рухнула советская власть, что сделали? Казнили лучшее в мире советское образование. Чудесных советских писателей заклеймили коммуняками и выкинули из школьных программ. Заменили предательными диссидентами. Всех перечеркнутых плюсов и не перечислить. И что получили? Вместо любви – секс, вместо дружбы – целесообразность. Спекуляция стала бизнесом, а слово «совесть» в одном современном словаре обозначили как устаревшее. Таких высказываний я мог бы привести сотни от самых выдающихся личностей России и Запада. Но, как я уже сказал, для антисоветчиков они не авторитет. Авторитетом для них стала идеология наживы и прямого воровства, не обремененная ни совестью, ни справедливостью. Их не волнуют и такие последствия. Они, например, не случайно никогда не обсуждают результаты уничтожения СССР в республиках, ставших самостоятельными государствами. Фактически по всем параметрам общественного развития падение вниз. Между прочим, в РФ и Украине больше всего. Никогда они не поднимают вопросы, почему дети руководителей СССР участвовали в войне против фашизма, а дети нынешних руководителей услаждаются роскошью в стане так называемых своих врагов, то бишь США, Германия, Франция, Италия, Испания. Я уже не говорю об их нравственности, для которых даже само слово «совесть» является, как говорил Задорнов, устаревшим. Качество науки они, правда, не могут сравнить, так как просто не понимают, что означают слова «наука» или «ученый». В результате для них журналист Евгений Примаков является ученым, хотя, будучи академиком, не открыл ни одного закона или закономерности. И так далее. Хочу еще раз подчеркнуть, таких анализов и сравнений одни антисоветчики, которые кое-что соображают, не делают, понимая, что они будут не в пользу нынешних отколовшихся республик. Другие, которых большинство, из-за уникального невежества даже в голову не придет такая крамольная мысль. Яркий пример. Отъявленный друг марксизма и враг коммунизма Трамп, не прочитавший ни одной книги, кроме как про себя, о чем сам поведал миру. К сожалению, даже многие сторонники социализма на Западе тоже не знают правду о Советском Союзе, бездумно соглашаясь с ложью антисоветчиков о СССР. Поэтому они как бы и за социализм, но не советского образца, который, дескать, был тоталитарен и неэффективен. Поэтому мне придется коснуться многих сюжетов лжи антисоветчиков о Советском Союзе, и не только о ГУЛАГе и Голодоморе, но и агрессивной сути СССР, о ленд-лизе США, благодаря которому, дескать, СССР выиграл войну против фашистской Германии.
о пакте Молотова-Риббентропа и так далее. Надо иметь в виду и такой момент. Противники социализма, в частности из Украины, нередко бывают весьма натаревшими в аргументах и доказательствах своей лжи. Например, некоторые прибегают к такому шулерству, которое в логике называется реторсия. Это когда очевидная мысль или факт опровергается неявными условиями акта высказывания. Например, многие, в том числе и я, Степана Бандеру и бандеровцев называют фашистами. А их последователи в ответ утверждают, что это неверно, поскольку нет ни одного документа, где бы Бандера был обозначен как фашист. Это и называется реторсией, поскольку документ не является доказательством фашистской сущности Бандеры или идеологии бандеровщины. Во-первых, вряд ли можно привести вообще какой-нибудь официальный документ, где было бы написано, что Гитлер является фашистом. Во-вторых, при нынешних технологиях можно сварганить любой документ, если понадобится. В-третьих, Гитлер преступник не по документам, а по своим делам. Бандеровцы в своих делах, преступлениях ничуть не уступали гитлеровцам в стремлении создать собственное государство, уничтожая не только советских граждан, но и польских, особенно еврейского происхождения. Причем зверства их нередко превосходили зверства немецких фашистов. Об этом говорит даже такой эпизод. Несмотря на то, что ОУН – это Организация украинских националистов, возглавляемая Бандерой, предложила свое сотрудничество с гитлеровской Германией для совместной борьбы против Москвы. Немецкое к такому предложению немецкое руководство отнеслось к этой инициативе крайне отрицательно. Выслушав отчет о событиях во Львове, Гитлер заявил: «Гиммлер, наведите порядок с этой бандой». То есть, даже для Гитлера эта ОУН показалась бандой. А суть событий во Львове, которые произошли 30 июня 1941 года, заключалась в следующем. Члены ОУН осуществили масштабный погром, жертвами которого стали несколько тысяч евреев. Людей избивали, унижали, раздевали, волочили по улицам и убивали. Причем евреев, и не только их, они убивали и после этого погрома в сотрудничестве с немцами и в Польше, чего поляки не могут им простить до сих пор, из-за чего сегодня разгорелся конфликт между верхушкой киевского режима и правительством Польши. Преступления, как сам Бандера, так и его головорезы, в частности и на территории СССР, даже после поражения гитлеровской Германии, совершили столько, что не хватит эпитетов, чтобы охарактеризовать их зверство. Слово «фашизм» не исключаю, одно из самых мягких. Но именно за эти преступления он, Бандера, и превращен в героя Украины, как и все его сподвижники. И в принципе это не удивительно. Удивительно другое, что этого преступника-антисемита возвеличивают евреи-антисоветчики, включая Зеленского, возводя в героя государства. Ясно, их объединяет зоологическая ненависть к социализму и советизму. Но разве не Советский Союз разгромил германский фашизм, на совести которого 6 миллионов евреев? А евреи ставят Бандеры памятники, а тех, кто их спасал, предают проклятию. Объяснения этому парадоксу у меня пока нет. Но в одной из лекций есть смысл об этом порассуждать. У некоторых слушателей может появиться представление, что я делю людей на две категории – советчиков и антисоветчиков. Это не так.
В мире живут миллиарды людей, состоящих на 99% из обывателей и 1% тех, кто делает прогресс человечества. Но и сами обыватели делятся на множество кластеров, один из которых самый многочисленный. Это те, которым вообще вся эта политика, наука, культура, что называется, до фонаря. Другое дело – футбол, всяческие Мадонны, Гаги, Свифты, просоветизм, антисоветизм, фашизм и прочие политические идеологии они даже и не слышали, поскольку ничего не читали, опасаясь, что чтение может повредить их благополучное состояние души и тела. Это и есть миллиардный слой человечества на прикидку 80%. И только остальные втянуты в бизнес и политику. Так вот, что касается антисоветчиков. Их относительно немало, и они тоже делятся на страты. От абсолютного наглеца и хама до утонченного интеллигента, приятной наружности, с умными оборотами речи и даже читавшего Платона и Аристотеля. Но надо иметь в виду следующее. В самом начале лекции я говорил о 4 видах Homo sapiens. Фашисты, антисемиты, антисоветчики и ЛГБТ-существа. Несмотря на их видовые различия, все они являются одним родом. Всех их объединяет антисоветизм и антисоциализм. Однако самым опасным из них является именно антисоветизм, поскольку его опасность не столь очевидна, как остальных 3 видов. Она заключается как раз в том, что за внешней благообразностью, образованностью и благостным поведением этого вида людей не сразу можно понять, какую угрозу они несут человечеству. И этот фактор был одной из причин развала СССР, так как большинство населения, в том числе и я, не осознавало в этом явлении смертельный яд для общества. Надо понимать, что фашизм не смог уничтожить СССР, а антисоветизм смог. Гитлер не смог, а идеолог Яковлев и исполнитель Горбачев смогли. И их смертельная работа продолжается до сих пор. В Украине и в РФ они добивают собственные государства. А мировой антисоветизм в форме гомофилизма разрушает страны Европы, США и Канаду. Поэтому долг всех тех, которые не поддались идеологии антисоветизма и антисоциализма, оказывать жесткий отпор всем проявлениям их гнусной деятельности, разоблачать каждую их ложь, в какой бы форме они ее не излагали. То есть объявить им войну по всем фронтам, как в СМИ, так и на практике. Надо осознать, что самое страшное преступление советской власти заключалось в том, что позволило вырасти подонкам, которые сейчас оскверняют ее. Советская власть позднего периода явно не была знакома со знаменитым высказыванием Леонардо да Винчи, который однажды сказал: «Кто не наказывает зло, тот поощряет его». Поэтому борьба со злом, противодействие ему становится просто долгом каждого человека, который еще обладает совестью и не считает это слово устаревшим. Иначе нам всем уготовлена судьба вернуться в славное прошлое времен кроманьонцев и неандертальцев. А напоследок напомню еще один великий лозунг, сказанный гениальным поэтом Гёте. «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой». Хотя, если не задумываться, то жить можно. Живут же антисоветчики и футбольные фанаты.
Впрочем, это уже другая тема, что такое жизнь. Благодарю за внимание. До встречи.